Как выглядит цветок папоротника? Как выглядит звездонос? Может ли черепаха выжить без панциря? Почему моряки носили брюки-клёш? И почему у коренных жителей Азии узкие глаза? Ответы на все эти вопросы вы узнаете, если досмотрите это видео до конца. Но сначала не забудьте подписаться на мой канал и поддержать это видео лайком. С вами ваш любимый фактограф. Погнали! Как выглядит цветок папоротника? Согласно славянской мифологии, цветок папоротника – удивительный артефакт, сияющий словно огонь и обжигающий взор. По легенде, цветок папоротника расцветает ровно в полночь в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля, и кто его найдет, обретет невероятные магические способности. Обещается способность видеть клады сквозь землю, управлять нечистой силой, понимать язык животных, принимать любой облик и даже становиться невидимым. Но, как известно, согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала нечистая сила тщательно скрывает волшебный цветок, пытаясь отвадить отчаянных смельчаков, отправившихся на его поиски. Якобы нечисть пугает и зовет разными голосами, но стоит обернуться, как человек лишается жизни. Такие поверья существовали на Руси, и каждый, наверное, мечтал попытать счастье и стать обладателем этого чудесного цветка. Одно из таких приключений описано в сказочной повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала». Конечно, для современного человека все это не более чем сказки и легенды, но все же интересно узнать, как на самом деле выглядит цветок папоротника. Оказывается, никак. Ведь папоротники вообще не цветут. Папоротники – очень древние растения, появившиеся на Земле более 400 миллионов лет назад, по сравнению с цветковыми растениями, возраст которых оценивают в 140 миллионов лет. Поэтому папоротник не цветет и размножается совсем иначе, чем цветковые. Так что, какой бы красивой ни была давняя легенда, цветок папоротника отыскать невозможно. Его попросту не существует. Почему моряки носили брюки-клёш? Тельняшка и расширяющиеся к низу брюки – типичный образ матроса. Такой крой одежды называется клёш, что переводится с французского как «колокол». И хотя расклешенные штаны стали атрибутом молодежной моды 60-х и 70-х годов, их не зря придумали именно на флоте. Расширенные к низу штаны на суше выглядят оригинально, но на море они к тому же еще и крайне практичные, а носить их стали еще во времена деревянных парусников. Дело в том, что такой покрой позволяет матросу с удобством выполнять свои ежедневные обязанности. Штаны-клёш не сковывают движение, в них удобно лазить по канатам и мачтам, они легко быстро подкатываются, и поэтому их не замочишь, когда драешь палубу или спрыгиваешь в воду из шлюпки. Кроме того, работа матросов всегда связана с риском упасть в воду, поэтому одежда при необходимости должна быстро сниматься, чтобы не мешать плыть. Морская куртка имеет широкий вырез и может быть быстро снята. Ботинки обычно имели не шнуровку, а специальные вставки, позволяющие их снять за считанные секунды. Так и клёш, вдобавок к широкой форме штанин, имели застежку, которая расстегивалась очень легко, для того, чтобы избавиться от брюк в воде. Достаточно было лишь несколько раз подергать ногами. Первоначальное изобретение расширенных штанов приписывают голландцам, но впервые их сделали обязательной частью формы моряка в США в 1810 году. В течение следующих десятилетий моряки большинства стран, обладающих флотом, перешли на форму со штанами клёш. В наше время морякам нет нужды лазить по мачтам, но на случай падения в воду предусмотрены спасательные жилеты, а для уборки надевают спецодежду. Поэтому сегодня клёш остались в составе современной формы лишь в нескольких странах. Как выглядит звездонос? Это, пожалуй, один из самых странных обитателей нашей планеты. Звездонос или звездорыл – удивительный представитель семейства кротовых, обитающих только в Северной Америке. Мы привыкли, что крот – ничем не примечательный зверек, всю жизнь посвящающий копанию подземных туннелей, но звездонос – совсем другое дело. В
Во-первых, он, в отличие от своих собратьев, прекрасно чувствует себя на поверхности земли и даже под водой, ведь он великолепный пловец и охотник на маленьких рыбок, моллюсков и ракообразных. Размеры взрослого звездоноса не так велики, они колеблются от 17 до 20 сантиметров, а вес от 65 до 70 граммов. Кроме необычного строения морды, тело похоже на обычного крота, однако шерсть короче и грубее. Хвост может достигать длины 7-8 сантиметров. Зимой зверек хранит в хвосте жировой запас, и тот становится гораздо больше. Удивительно, что звездонос – единственное млекопитающее, которое умеет чувствовать запахи под водой и с помощью нюха искать свою добычу. Эта уникальная сверхспособность развилась у данного вида в ходе эволюции, когда из-за подземного образа жизни на первый план вместо зрения вышли обоняние и осязание. Необычный нос этого животного представляет собой 22-лучевую звезду, образованную небольшими отростками кожи по 11 штук с каждой стороны. Благодаря такому чудо-носу представитель фауны и получил свое название. Отростки на носу звездонос использует как конечности, интенсивно прощупывающие все вокруг в поисках пищи, а также в качестве клапанов для ноздрей, чтобы во время рытья почвы в них не попадала земля. Зоологи утверждают, что осязательный орган звездоноса является самой чувствительной в мире системой осязания у млекопитающих. Его осязательный нос имеет 100 тысяч нервных волокон. Это в 5 раз больше, чем у человеческой руки. Подходит ли объект в качестве пищи, звездонос определяет практически мгновенно, а за 1 секунду он может ощупать до 13 предметов. Наконец, звездоносы – уникальные млекопитающие, которые чувствуют запах в воде. Для этого они преследуя добычу, выдувают в воду пузыри воздуха, а затем втягивают их обратно, улавливая запах добычи и корректируя свою траекторию движения. Поистине, удивительные создания населяют нашу планету, и звездонос – прекрасное тому подтверждение. Почему у коренных жителей Азии узкие глаза? Всем известно, что на Земле существует несколько рас, каждая из которых обладает своими особенностями. К примеру, для европеоидной расы характерны большие глаза и выступающий нос, для негроидной – темная кожа, широкий нос и пухлые губы, а людям монголоидной расы приписывают большие скулы и узкие глаза. Но почему узкий разрез глаз характерен только для них? Оказывается, узкие глаза – это всего лишь иллюзии, и на самом деле они не уступают по размеру глазам людей европеоидной расы. А все дело в особенностях строения лица. В первую очередь присмотритесь, глаза у жителей Азии посажены под другим углом. Внешний уголок глаза расположен выше, чем внутренний. Помимо этого, на внутреннем веке расположен эпикантус или монгольская складка, складка кожи, почти перекрывающая слезный канал. И последняя особенность строения – под кожей век находится жировая прослойка. Все это визуально и делает глаза узкими. Исследователи считают, что такие особенности строения лица и глаз возникли в ходе эволюции, как приспособление к жизни в сухих степях и полупустынях Азии, где особенно важно было защитить глаза от песка и пыли, а зимой от снега и яркого солнца. Но не все антропологи уверены, что узкий разрез глаз всего лишь средство защиты от негативного воздействия природы. Некоторые ученые рассматривают версию, связанную со случайными особенностями малых популяций. Возможно, попросту первичное население Восточной Азии обладало такими характерными признаками. Может ли черепаха прожить без панциря? Черепахи – самые древние из всех пресмыкающихся, ведь они живут на нашей планете уже более 200 миллионов лет. От остальных рептилий черепахи отличаются тем, что их тело покрывает прочный панцирь, состоящий из 2 щитов – верхнего и нижнего. Рассматривая черепаху, мы можем задать себе логичный вопрос – что у нее под панцирем и так ли он для нее важен? Может ли животное существовать вне своего домика? Но панцирь черепахи – это не просто костяной домик, в котором она прячется в минуты опасности и который может покинуть в любое время. Дело в том, что в состав черепашьего панциря входит позвоночник, заключенным в него спинным мозгом, поэтому отделение животного от панциря приведет к немедленной его гибели. Но даже если оставить позвоночник,
Черепаха вряд ли выживет, под ее панцирем нет покровных тканей, и рептилия будет чувствовать себя как человек, которому повредили кожу. Она к тому же не сможет двигаться, поскольку многие мышцы конечностей крепятся к костям панциря. На этом все. Если сегодня вы узнали чуточку больше, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами был канал Фактограф. Спасибо большое за ваши подписки, лайки и комментарии. Всем пока!